Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Сентябрь 2024 года. События на пороге. События с первых дней месяца. Три главных события. У нас сегодня две колоды карт. И причем обе колоды карт преподносят изображение с позиции позитивной психологии. И мы с вами в этом же ключе рассмотрим выпавшие значения. Я же приглашаю всех вас, мои дорогие весы, на мой сайт. И я оставлю ссылки в описании под видео. Прочитать, к примеру, планетарный гороскоп до конца 2024 года, и где я постаралась учесть вот этот период ретроградности. И с сентября, как раз сентябрь открывается тем, что Плутон, планета, которая, вот как раз способствует каким-то переменам, она будет находиться в ретро-движении до середины октября в знаке зодиака Козерог. Это последний заход в знак зодиака Козерог, и это значит, какая-то история нам словно возвращается. Или нам пространство, Вселенная, назовите как угодно, создает некоторую ситуацию выбора. А кроме Плутона там будет еще у нас и Сатурн, который уже где-то в ретро-движении в рыбах находится. И это продолжится, это не только история сентября. Есть еще и ретро-Нептун, есть еще и ретро-Уран, который в знаке зодиака Телец. И где-то до конца января 2025 года я к чему? Что то, что мы начинаем или обустраиваем, может быть, что-то переделаем, выбираем, или как фарватер нашего продвижения вперед мы выбираем как дорогу, как путь, может быть, жизненный. Это будет продолжено, не остановится на сентябре, а это мы что-то как судьбу свою выбираем. Но для кого-то из вас предпосылки уже были в августе. Поэтому перейдите в описании под видео, я думаю, вы найдете что-то для себя и интересное просчитать. Может быть, если стоят какие-то вопросы у вас на повестке месяца, которые действительно нужно решить, обустроить. Вот какие-то альтернативные варианты рассмотреть, наверное, неплохое дело, прямо скажем, потому что мы можем думать, что все мы как бы контролируем, а жизнь раз тебе и сюрприз какой-нибудь преподносит, и что-то начинает пробуксовывать или идти не так. Поэтому, да, планеты, мы можем не верить в астрологию и думать, что это какая-то ерунда. Но эти силы, они на нас влияют, словно этим силам тоже все равно, что мы о них думаем. Итак, что придет? Вот первая карта. Что уйдет? Имеется в виду, может быть, я допускаю, это связано даже с персоной какой-то, но подразумеваю, я под этой картой уйдет. Может быть, тот вопрос, которым вы занимались, и тут вы его под знаменатель подведете. Или завершите, как вот успешный какой-то итог. Давайте узнаем, что будет продолжаться. Может быть, это сфера жизни нам покажут. Чем не соблазняться, на что соглашаться, чего опасаться. Вторая колода, 78 дверей. И основное значение имеют двери. Открытые или закрытые. И если закрытые, каков ключ? Как нам ее открыть? Три карты и три важных, три главных события сентября или сферы жизни. Ваши, может быть, какие-то намерения, которые вам придется согласовывать, решать. Итак, что придет? Луна. Я должна сказать, что по аркану Луна проходит наша семья, проходят наши близкие, наша любовная история или наш дом, взаимосвязь с семьей, с родственниками или конкретно наше жилище, которое мы можем обустраивать или делать его более комфортным. Может быть, по Луне. И ситуация, когда вы хотите куда-то переместиться, вы тоже ищете словно пристанище такое, вполне вероятно. Пусть это вот, кстати, в колоде 78 дверей. Здесь аркан Луна более конкретно прорисован, и становится понятно, для чего это нужно. Мы как будто должны попасть именно в место убежища или нашей безопасности, где мы можем найти укрытие. Меня смотрят люди из разных стран, поэтому для кого-то это проиграется, когда вы ищете такое место, и вы его найдете. Это как приходит. Может быть, приходят новые варианты в зависимости от вами поставленных задач. Эта карта, безусловно,
С одной стороны интуиция, с другой стороны иллюзии, поэтому всегда Луна нам показывает некоторую неопределенность, словно образы есть, конкретики какой-то нет, поэтому и говорит: будь осторожен где-то, не торопись, рассмотри все варианты, и здесь как раз по аркану Луна, и может быть что-то из того, что мы не можем подвести под логику, какой-то рационализм, и тем не менее мы должны это принять во внимание и рассмотреть. Что же уйдет? Давайте, может быть, нам больше конкретики. Двойка воды или это карта влюбленных, и это не уйдет. Это может быть какой-то с учетом аркана Луна и все то, что я сказала. Вопрос, который не решился, может быть, в августе. Или содержал в себе какие-то разрозненные понятия. Или когда был, может быть, мои дорогие, конфликт, есть возможность примириться по этой карте. Здесь партнерские отношения. Может быть, что-то по вашим партнерским отношениям, семейным или в вашей паре становится более ясно. Пусть это касается для кого-то работы, значит, какая-то определенность, безусловно, будет. По этой карте есть такое значение, если мы про взаимоотношения, причем любые. Хоть это ваш труд, хоть это ваша любовь, когда мы готовы взять ответственность за человека, и человек готов взять ответственность за нас. Значит, я могу по этим двум картам предположить, у кого был конфликт, и вы хотите помириться. Вы сумеете это сделать. Найдете 1001 способ, потому что аркан Луна нам как раз дает использовать возможности, те, которые были предыдущий период в тени. А здесь вы их как прочувствуете. Поэтому где-то нам интуиция или карта двойка кубков и говорит: слушай интуицию, но будь реалистом, где-то не замечтайся, постоянно, видимо, согласовывать возвышенное и земное, или ваш какой-то словно важный жизненный путь, или то, что вы, мои дорогие весы, хотите для себя создать, совершить, переехать. Неважно, чего это касается, вот оно должно опираться на какую-то материальную все же базу, или от чего вы можете оттолкнуться, или лично вы, чтобы где-то, хоть нам и говорят о партнерских отношениях, но рядом аркан Луна. Поэтому карта подсказывает, где-то ты не торопись, но и рассчитывай каждый шаг как будто на самого себя, на свои силы. И поэтому сделал шаг, осмотрись, не торопись, не бросайся с места в карьер, Луна. Потому что мы можем словно оступиться. Да, не произойдет чего-то, такого очень важного и со знаком минус, да, что может как-то нашу жизнь ввести в какую-то турбулентность. Но, тем не менее, какие-то мы можем сами себе создать проволочки, кстати, из-за того, что мы на чем-то, к примеру, настаиваем. Или когда мы не допускаем развития альтернативных вариантов как раз событий. Такое ведь тоже бывает. И мы, люди, и наше сознание, оно нас как раз направляет в какой-то жесткий шаблон. А если мы возьмем, к примеру, интеллект, разум, это немножко другая плоскость. И тогда мы многие вопросы можем решить, закрыть, договориться. А вы великие дипломаты, поэтому благодаря дипломатии даже то, что имеет 1000 неопределенностей, вы сумеете согласовать. Что будет продолжаться? Ваше какое-то решение. Может быть, с учетом арканы Луна, паж жезлов у нас выпадает, и по этой карте конкретно создание чего-то нового. И если часто паж жезлов в других колодах карт, он как решение само по себе только обозначает, то в этой колоде это уже предполагается какая-то очень сильная мотивация и, самое главное, энтузиазм, когда мы готовы уже действовать, когда мы что-то, может быть, как план создаем, план минимум, план максимум. Это, знаете, как есть фраза: если я вижу цель или у меня есть цель, я не вижу препятствий. То есть вот эти препятствия, это может быть все преодолено. Или одним путем, или другим, пусть это будет какой-то альтернативный, опять же, метод, но мы можем как раз продолжить что-то очень хорошо. Может быть, в новом ключе, или с новыми возможностями, или с новым порядком каким-то. Придется учитывать внешние события, это точно, потому что аркан Луна. Давайте чем не соблазняться, Солнце. У вас будет очень сильная позиция. И карта Солнца, прекрасная карта.
Но не случайно, видимо, она выпадает именно чем не соблазняться. Это те энергии, которые будут на вас очень активно действовать именно в период сентября месяца. И это, безусловно, аркан успеха, когда мы можем, тоже где-то энтузиазм нашей силы, когда мы чувствуем в себе возможности и одновременно вроде как внешне что-то складывается в нашу пользу. Но мы можем утратить, как раз, может быть, поэтому нам и говорят, ты еще пока чего-то не видишь, аркан Луна, что придет. Тут в любой момент могут быть тысячу неожиданностей, мои дорогие. А мы настроены на какую-то победу свою в одном ключе. А нам говорят, нет, будь гибче. Быть гибче придется. Учитывать какие-то, к примеру, у кого-то это может касаться законов. Или законы меняются, или чиновники. Вы пришли, допустим, прежде вы говорили в августе с одним чиновником, пришли получать какой-то документ, а там уже сидит другой, и он вам говорит, что ну нет, это тот неправильно что-то сделал, или он не знал какой-то порядок, и вам приходится словно заново что-то начать, и тем не менее терпеливо что-то заканчивать, двойка кубков. Правда? Вот может быть такая парадоксальная ситуация. Поэтому чем не соблазняться собственным эго, собственной настойчивостью, когда вы видите свой какой-то план и не допускаете варианты. Вот этим не соблазняться. Но, повторюсь, у вас сильная позиция. Не помешайте самим себе. И карта нам ведь говорит паж жезлов. Паж, мелкая, повторяюсь, карта. Это какое-то начало. Поэтому действительно, словно придется либо что-то выбирать, либо дополнять, либо вносить коррективы, мои дорогие весы. Где-то будьте к этому готовы. Но вы получите свое, пусть даже альтернативными какими-то способами. На что соглашаться? Ну вот это все то, что я говорила. Эквилибрио. Карта баланса. 14-й старший аркан. Или умеренности. Вот как раз про баланс, про дипломатию. Что нам приходится где-то балансировать для того, чтобы получить желаемое. Быть готовым к компромиссу, быть готовым принимать какие-то соломоновые решения, учитывать, опять же, внешние обстоятельства, может быть, законы, какую-то внешнюю ситуацию, или где вы проживаете, может быть, законы той местности, где вы находитесь. И еще идет сама по себе еще и как коррекция и сохранение вашей устойчивости. Устойчивости в том плане, когда вы есть определенная самоуверенность, но она не должна граничить самонадеянностью. Опять же, карта Луна. 1000 неопределенностей. Поэтому пройти каким-то узким фарватером вы сможете, пусть не широкой какой-то поступью по такой понятной дороге, а может быть для кого-то окольными путями, держа вот этот баланс. Но вы именно сумеете осуществить то, что вы считаете в данный момент наиболее важно, или какой-то свой план. И здесь, посмотрите, у вас не один старший аркан, у вас два светила, как Луна, так и Солнце, и при этом баланс. Вам придется уравновешивать разум и сердце. Вам придется уравновешивать свое сознание где-то и чувства. Вам придется, может быть, согласовывать то, что согласовать сложно, и держать вот эту дипломатию. Но у вас все получится. На кону стоит что-то очень важное в сентябре для вас, мои дорогие весы. Чего опасаться? Вот еще одна карта, которая опять же дополняет. Не случайно карта Солнца выпадает в позиции «чем не соблазняться». Повторюсь, мы сказали, карта эго, ваша сильная позиция. Хочется настоять на своем. И нам карта победителя выпадает «чего опасаться». У вас будет какая-то победа. Но, знаете, это приходит, может быть, как самоудовлетворение. И хочется настоять вот именно на своем, прогнуть какую-то свою точку зрения, свою линию поведения. Бывает такое, мы говорим, вот нет, вот я хочу именно так, по-другому не хочу. А по-другому оно не может быть. И поэтому карта победителя, прекрасная карта, чего опасаться. Вашей какой-то силы. Вы чувствуете, что у вас действительно, как, знаете, пространство открывает некоторые двери. Но помните, как открыла, так и где-то мы можем из-за своей чрезмерной активности или из-за того, что мы отчасти где-то расслабились и думаем, что все идет своим чередом. А здесь нужно все контролировать, опять же.
аркан Луна, поэтому какое-то среднее арифметическое вам придется держать. Имеется в виду, как и принятие ваших решений, может быть, модель поведения, когда вам придется с разными людьми общаться и с разными договариваться. Будут люди приятные, будут и не очень, но для решения вашего вопроса, для вашего изобилия, процветания, для осуществления ваших планов нужно этот успех сохранять. Об этом нам говорит карта. И ни разу нам не говорят о том, что мы должны расслабиться. По этой карте где-то вот как раз самонадеянность нам и может помешать. Поэтому будьте аккуратны. Давайте посмотрим на колоде 78 дверей. Что же главное важное событие? Для вас будет важным два направления. Пятерка пентаклей. Всегда пятерка – недостаток. И здесь недостаток денег конкретно или недостаток взаимопонимания. Есть какое-то сожаление. Для кого-то из вас ожидание, мои дорогие. Какое-то ожидание, самое главное, должно закончиться. Для кого-то карта напрямую говорит о вашей личной жизни. И если вы готовы, вы всей душой хотите не оставаться в гордом одиночестве, тогда нужно выйти из какой-то зоны ограничения, сделать шаг к судьбе навстречу, правда, подумать, где я, с кем могу познакомиться. От того, что вы сидите и ничего не меняется, ничего таки и не изменится. Но, как я уже сказала, два направления – это для большинства как раз недопонимание какое-то, может быть, смотря чего это связано, с чем связано, точнее, у кого-то не должно быть конфронтации на работе, у кого-то не должно быть конфронтации с близкими. Вам придется действительно балансировать, как ни крути, но и все же у нас пентакли, поэтому решать какие-то материальные вопросы. Не должно быть какого-то недостатка. Может быть, вы будете закрывать какие-то как раз темы. Я могу предположить, у кого-то это может быть связано даже с банками, у кого-то с другими учреждениями. Может быть, в принципе, придется вам заняться своим здоровьем, потому что все же нам вот именно в этой колоде показан человек, который пришел и ожидает в какой-то амбулатории, которая, ну, не самого высокого уровня, потому что все очень более чем скромно. Какая-то доска висит с бумагами, прикрепленными на нее, да и скамеечка, на которой сидит наш человек в заплатанной одежде, она тоже показывает убранство этой амбулатории чрезвычайно бедное. Вот ваша задача уйти, буквально, может быть, от какого-то минуса по части денег и финансов. Или одновременно найти специалиста для того, чтобы разобраться по вопросам здоровья. Или, если нам показано, пусть учреждение, в данном случае амбулатория, для вас, мои дорогие весы, это может быть любое другое учреждение, когда вы тоже где-то в позиции просителя, может быть, да, какой-то документ согласовать или что-то подписать. Можете оказаться в каких-то учреждениях, инстанциях, вы можете что-то согласовывать и ожидать. Чем дело кончится? Вроде бы все перечислила. Поэтому помните, дипломатия – это ваше все. И баланс по деньгам. Вот. Чем дело кончится? Что же вы тут для себя решите? А вот, правда, альтернативный вариант. Смотрите, четверка пентаклей. Я называю в других колодах карта жадины. То есть мы действительно что-то должны сохранять. И по части финансов эта карта, безусловно, баланса, сохранения. И карта где-то нам говорит, не должно быть, знаете, как синкопы. Когда мы потратили деньги, есть деньги будут, вы потратили эти деньги, сегодня они как будто были, а на завтра ничего не осталось. Поэтому, опять же, финансовый баланс придется тоже где-то удерживать, контролировать. Но если мы уже про конкретную колоду и чем дело кончится, наши действия, эта колода как раз действия показывает прекрасно. Девушка изображена, которая, посмотрите, задумалась, как же мне попасть в эту дверь? И мы с вами, глядя со стороны, понимаем, либо девушка должна уменьшиться, либо дверь подрасти, и мы понимаем, что этого не произойдет. Но если девушка бы рассмотрела вопрос альтернативным путем, как мне попасть именно за этот забор, а она как будто неправильно поставила вопрос – и тогда для нас со стороны совершенно очевидно. Взяла и перемахнула. Да, нам не говорят,
То, что мы увидим, нам понравится. То, что находится за этим забором. Поэтому к этому нужно быть где-то готовому. Но в то же время поставить вопрос как-то по-другому. И тогда у нас все получится. Потому что эта карта отчасти уверенности. 4 пентаклей. Это как какая-то база. Чем дело кончится? Вот что-то вы нормализуете, приведете к балансу. Это правда. Но действовать будьте готовы. Вам придется как-то иначе. Чем же сердце успокоится? Давайте... Что будет у вас на душе, узнаем. Да, какое-то не совсем простое решение вопроса по инстанциям, по, может быть, и переездам, или перемещению, или согласованию каких-то документов, или для кого-то вы решаете действительно вопрос по здоровью. Чем сердце успокоится, мои дорогие. Ну, не торопитесь, паш мечей. Будь реалистом, нам сразу говорят. И вы можете выступать в роли любого из показанных персонажей. Вы можете быть как вот этот человек, который выходит буквально, да, из открытых дверей. Как бы двери открывает сам. И это вы можете вот так уверенно выходить, и нам где-то карта Солнца об этом и говорит. И тогда имейте в виду, словно кто-то наблюдает. Поэтому для вас быть очень внимательным и где-то прозорливым, проницательным, непроницаемым в то же время. И каждый раз ожидать какого-то подвоха. Не успокаиваться. Чем сердце успокоится? Как тут можно успокоиться? Невозможно, если нужно все контролировать. С другой стороны, это можете быть и вы. В некоторых ситуациях, когда вы вынуждены наблюдать, правильно оценивать какую-то обстановку, что говорят люди, что происходит вокруг. Вам придется самому где-то меняться между вот этими двумя образами. Поэтому сердце я не могу сказать, что успокоится. И еще один момент. Мечи. Для кого-то карта подсказывает мечи. Это рационализм, логика и знание законов. Поэтому может быть анализ общей ситуации, какой-то конкретной обстановки и знание законов помогает вам где-то решить вопрос. Или если мы говорим по здоровью, тогда нужно что-то тоже сделать наверняка, как основа. Или пойти к специалисту, пройти, допустим, обследование, чтобы не догадываться, что же там со мной, если что-то беспокоит. А знать тоже, что происходит с организмом. Все же по этой карте больше еще и конкретики идет. Мы как раз вот эту неопределенность словно устраняем. Второе событие важное, главное. Да, вот так вот телепортироваться, подсматривать буквально придется, анализировать обстановку, и мы об этом долго с вами говорили. Но у вас есть такая возможность. Ну, может быть, как подслушать. Будьте внимательны к тому, что говорят люди. К вам может прийти какая-то новость совершенно случайно, и вы чего-то не сможете отложить на потом, а вы ее должны проанализировать и, скорее всего, как-то действовать. Но 2 жезлов – это еще и выбор какой-то. И опять же, если мы про информацию, нам показана девушка, нет закрытых для нее дверей. И для вас, мои дорогие весы, нет закрытых дверей. Я сказала, там, где вы не прошли гордой поступью, вы пройдете бочком. Вы благодаря своей дипломатии, гибкости решите многие вопросы. Поэтому даже если вам придется одновременно сидеть на 2 стульях или согласовывать 2 направления, финансы и недопонимание, может быть, с кем-то примириться, неважно в какой сфере это касается вопроса или решения конкретного дела, вы сумеете. Но, видимо, ваше дружелюбие, ваша эмпатия, мои дорогие, помогает вам как раз согласовать очень многие жизни важные вопросы. Чем же дело кончится? По 2 жезлов это мы словно ходим от одного жезла к другому, потому что, да, еще есть сама по себе как-то некоторая неопределенность. Чем же дело кончится? И опять же, что-то не закончится в сентябре, что-то продолжится. И будьте готовы, вот как... А если открытые или закрытые двери, человек нам показан, который грот не то закрывает, не то открывает. Вот и вы будете в зависимости от обстановки, от кого-то словно закрываться, может быть, или словно не пускать в свою душу, у кого-то может проиграться, или не рассказывать о себе много. 7 жезлов, если мы берем колоды Таро, есть такое значение, карта соревнования.
Нам здесь не соревнование, но тем не менее, если мы в целом символику Таро берем, и карты где-то по семеркам нам всегда подсказывают, не торопись откликаться. Ты будешь слышать многие вещи. Ты должен это анализировать, да, это все то, о чем я сказала. Но не все применять к себе. К себе применять только то, что надежно. И вот, видимо, те, которые надежны, вы будете готовы, так аллегорически говоря, впустить в грот в этот, а для кого-то вы закроете дверь. Вам придется сделать выбор, мои дорогие весы, и анализировать как обстановку, так и информацию. Дело не закончится, что-то продолжится. Но, тем не менее, чем же сердце успокоится? Переворачиваются две карты. Я вижу башни, будьте внимательны. По карте башня есть такое значение, я часто говорю, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Поэтому альтернативные возможности для вас на кону как задача номер один. И в данной колоде королевы мечей нам говорят об иллюзиях, о каком-то сне. Нам хочется именно настоять на своем, потому что мы имеем какое-то свое видение. Опять же, в данном случае как сон, как иллюзия. Она ведь уже сказали, что нет, реально какое-то дело вы сумеете осуществить, когда внесете коррективы. И причем, скорее всего, придется быстро принимать решение. Быстро это не значит с места в карьер. Может быть, дать себе 10-15 минут. Вы ведь логики, рационалисты, мои дорогие весы. Это ваша сильная позиция правильно оценить обстановку. И у вас поэтому получится какой-то вопрос конкретно обдумать, может быть, как я сказала, несколько минут направить свои мысли. Мозг наш принимает решение за 15 секунд. А думать мы можем 3 года. И все в нерешительности никак с чем-то не можем определиться. То вот здесь будет вот это время, оно несколько сужено. Давайте я сама достану карту. Чем же сердце успокоится, как видит? 78 дверей. Чем? Что вас может порадовать? Или баланс в вашу душу внесет? Давайте узнаем. Нет, не успокоится все же. Не буду обманывать. Десятка жезлов. Может отчасти успокоиться, но опять же где-то про альтернативный вариант нам говорят. Почему? Посмотрите. Нам показан человек, который в шутовском костюме бьется в стеклянную дверь. Он привлекает к себе внимание. Он, может быть, кому-то что-то доказывает. Или он надеется, мы об этом тоже с вами говорили, надеется сам на себя. Он надеется, что люди как-то помогут ему. Девочка маленькая, одета в шутовской костюм, но она ребенок. И она сложила руки за спиной. Она не собирается помогать взрослому человеку. Однако ей любопытно, она наблюдает. Вот есть какой-то момент наблюдения, за вами тоже наблюдают. Поэтому и вы наблюдаете. Так вот, она не собирается ему помогать, но ей интересно, как игра. Чем закончится для взрослого человека. И человек пытается выйти наружу. А он неправильно как будто оценил эту самую возможность. Ему нужно не биться в эту дверь, не привлекать внимание, а просто дверь открывается, если потянуть ее на себя. И мы с вами говорили о том, что что-то придется сделать совершенно по-другому. Увидеть не саму дверь, а какие-то другие действия. Ну, вот как-то так, мои дорогие весы. Ладно, давайте достанем, откроем точнее. Посмотрите, да, у вас сильная позиция. Карта сила. Дверь закрыта. Но эта карта энергетически, сродни карты мага или мнеската, все как положено, изображена на карте. И вот этот лев, и вот эта прекрасная дева, они могут договориться, как будто как заклинание, и дверь откроется сама. Благодаря дипломатии, благодаря балансу, благодаря, может быть, знанию законов, благодаря тому, что вы правильно используете какие-то новости, перекладываете на себя, правильно оцениваете обстановку, слушаете свою интуицию, опираетесь только на тех, кто вам надежен, и продумываете свои действия. Вот это сильная позиция, вот это победа, вы ее можете сохранять. Но если почему выпадает карта победителя, прекрасная карта, в позиции чего опасаться? Вам действительно
Знаете, как ваше эго может помешать. Нет других препонов. И сильная позиция. Тем не менее, мы достанем карту, чем дело кончится. И где-то это могут быть вопросы, как и личной жизни, так же, как и согласований каких-то, как я сказала. И по аркану сила здесь, неважно, какие вы имеете намерения и цели, вы как раз и сумеете договориться. Ведь это отчасти, знаете, как оставаться в тени и тем не менее влиять на обстановку. Назовите это позицией серого кардинала. Назовите как некоторое закулисье, когда вы все равно можете как-то влиять на то, что происходит на авансцене. Поэтому интересно, чем дело кончится. Старший аркан повешенный. Серьезный, кстати, в этой колоде аркан. Человек поместил себя в куб, если мы говорим дверь открыта или закрыта. То здесь нет ни открытых, ни закрытых дверей. Человек, повторюсь, сам себя поместил в куб. И он как будто демонстрирует свои экстраординарные экстраспособности. Но карта нам сразу говорит, да, опять же, за ним наблюдают. Насколько хватит выдержки, насколько он сумеет что-то осуществить, насколько он как бы способен к демонстрации своих навыков. И ведь, знаете, ни одна карта нам не говорит. И с учетом двух карт, когда в позиции чего опасаться, карта победителя, так и карта солнца, чем не соблазняться, вы не должны никому ничего демонстрировать. Более того, наблюдают за вами, вы можете даже это где-то чувствовать, но опять же, демонстрация, она не будет вам полезна, потому что аркан нам говорит, ты можешь не выдержать. Помни, что твои силы не безграничны. И помни, что это ты сам себя помещаешь словно в какую-то зону ограничений, если пытаешься настаивать на своем или кому-то демонстрировать свое эго, может быть и так, мои дорогие. Для кого-то из вас, может быть, прежде, мои дорогие весы, сложилась ситуация, когда вам пришлось держать марку. Тогда где-то приходит время тому, чтобы вы что-то завершили, потому что вы не можете с собой буквально рисковать. И тогда все способы хороши. Вы сумеете со всеми договориться или закончить какую-то конфронтацию, найти Соломоново решение, или какую-то историю, которая, может быть, по документам у вас застряла. Значит, вы найдете того чиновника или ту дверь, где вы сумеете, или альтернативный вариант, как выйти из этого подвешенного состояния с учетом аркана силы. Но сделаете это вы каким-то другим путем. Чем сердце успокоится, давайте узнаем, что будет на вашей душе, у вас на душе точнее, что вы будете чувствовать. В конечном итоге, будет это радовать или нет, вот так, коротко. Опять же не заканчивается. Ну вот что есть, то есть, мои дорогие. Правда, для вас на период осени посмотрите видео на моем канале. Может быть, какие-то подсказки будут. Прочитайте гороскоп до конца 2024 года на моем сайте. Посмотрите, кстати, серию видео «Лилит. Черная луна в весах». Серия видео есть. И есть статья, опять же, на моем сайте. Вот по этим планетарным транзитам пройдитесь, обдумывая какое-то свое дело, вопрос, переложите, найти возможности на расписание звезд, потому что по аркану умеренности двери откроются сами. Но нам нужно обязательно набрать вот эти два кубка. Эта карта умеренности, опять же, 14-й старший аркан. В этой колоде ангелов это эквилибриум, баланс, а здесь аркан умеренности. Вам выпадает эта карта дважды. Поэтому действительно что-то будет, как и продолжаться. Я бы сказала, чем сердце успокоится, вам придется изменить себя. Для кого-то изменить свой имидж. Может быть кардинально, вплоть до того, что вас перестанут люди узнавать. Или для кого-то это происходит само, потому что жизнь вас меняет, мои дорогие весы. Вы можете оглянуться в конце 2024 года и сами себя не узнать, насколько вы изменились в подходах к решению каких-то вопросов и задач, во взглядах на жизнь. Для кого-то из вас до конца 2024 года изменится не только место вашего, может быть, пребывания. Я понимаю, это не всех касается.
но ваши задачи, намерения на последующий период. Есть возможность, вариант просидеть вот так тихонько в уголке и ничего не решить. Так и остаться наблюдателем и не решиться перемахнуть вот этот забор, поскольку мы же не знаем, что нас там ожидает. И быть где-то готовым к неожиданностям стоит. Но и поверьте, то, что стоит на кону, то, что вы можете осуществить, перемены все равно будут, даже если мы что-то пытаемся удержать. Значит, за счет того, что будет что-то меняться во внешней обстановке или будет меняться у людей среди вашего окружения, это будет где-то воздействовать на вас. Поэтому перемены таким или иным путем они будут. Но важно держать вот это поводья этой колесницы перемен судьбы очень крепко в своих руках. И быть готовым где-то к неожиданностям. Возможности у вас есть чудесные, прекрасные. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.